с лета 2020 года я очень много времени проводил с камерой на улице. То, что там начало происходить, вот в конце мая я увидел очередь что люди хотели подписаться за кандидата в президенты, и я понял, происходит что-то очень необычное. Это при том, что я видел своими глазами 2010 год, там я снимал в 2006 году и вообще ходил на выборы в 2001 даже. И, я много видел выборов. Я ощущал, что идет очень необычный процесс. Не цитирую. Я оказался на улице с камерой, я много фиксировал. А после 9 августа я даже прекратил работу. Съемка происходящего в стране стала основной моей деятельностью. Для меня это как гражданина стало наиболее важным. Я должен был фиксировать. Но как автор я параллельно щупал темы, о чем я могу говорить. Например, мне был интересен женский протест, это очень интересно, или там горизонтальность связей, или у меня есть там небольшая съемка, посвященная такому явлению, как очередь, как люди ищут безопасный способ проявить свое несогласие. И у меня там есть коллекция очередей в Минске, в первую очередь, как люди протестовали через очередь, там, например, в магазин Symbol Buy, или там, как они выстраивались в очередь подать подписи против того, чтобы отчисляли там Бабарика и Цепкала на выборах. И тут такая интересная история, что прямо у меня во дворе, а я жил на Червякова, и площадь Перемен видно у меня из окна, начало происходить что-то удивительное. Ну вот дом, в котором я живу, собственно, и 12 августа я выглянул в окно и увидел, что в каждом окне горят огоньки мобильных телефонов. Не в каждом, а в многих окнах горят огоньки этих мобильных телефонов. И я офигел от этого зрелища, люди начали кричать, перекрикиваться: «Живи Беларусь», там, «Уходи». И в течение недели эти огоньки начали появляться практически во всех домах. То есть здесь и так далее. Потом, люди вышли во двор для того, чтобы просто как-то коммуницировать с теми, кто находится в окнах. Ну и начался такой, обмен вот этими криками. И вот с этого момента зародилась площадь Перемен, на мой взгляд. История мурала достаточно любопытная. В один день, когда должен быть митинг Светланы Тихановской, главного оппонента Лукашенко, все площадки были заняты. Понятно, заняты были фиктивно. Но люди все равно пришли, люди собрались. Просто надо было где-то собираться, чтобы показать, что нас много и что мы против. На одном из таких мероприятий люди, которые занимались музыкой, они неожиданно включили песню «Перемен» Цоя. Хто включив эту песню? Адчуванне, што песню включили люди, якія знаходятся за пультом, якія... Вся толпа очень сильно поддержала их, они встали, вскинули руки, у них были белые браслеты в руках, которые символизировали на тот момент поддержку Тихановской, и таким образом появилась такая очень вирусная фотография, которая разлетелась по всему интернету, появился символ. Вы сорвали мероприятие. Есть милиция? Позовите милицию. Я попрошу милицию сюда. Местная легенда гласит, что мурал хотели поклеить сперва на кинотеатре «Киев», который здесь находится неподалеку. Несли его, и попался патруль по дороге, и в итоге эта будка стала просто альтернативным местом, и никто не знал, что это станет в итоге местом силы. События развивались очень стремительно, на мой взгляд. Уже через неделю здесь была огромная толпа народа. Это было лето, было тепло, собираться было очень приятно, люди предлагали пить чай. И уже ближе к осени это все переросло в другую активность. Практически каждый день начались какие-то перформансы, люди начали создавать здесь видеоролики, люди начали создавать здесь какие-то формы, объекты. Люди сшили здесь огромный флаг, такой на этажей 5, наверное, выносили его во двор, махали здесь, да, кричали там лозунги и так далее. Появилась эта знаменитая идея с украшением лентами забора, которая потом тоже разлетелась по всему городу и приняла вообще какой-то гигантский масштаб. Казалось, что это просто такой огромный комок энергии, который невозможно побороть.
начались атаки на мурал. То есть начали приезжать неизвестные в масках и закрашивать его краской, начали резать ленты, то есть началась вот эта вторая стадия борьбы за мурал. Люди моментально пытались восстановить мурал, его отмывали, переклеивали, перерисовывали. На моей памяти, наверное, порядка, это минимум 10 восстановлений мурала произошло. Одним из важнейших событий стало задержание местного жителя Степана Латыпова. Он жил вот как раз здесь во дворе, в доме. Был достаточно активным, очень заметным. Всегда выходил одним из первых на защиту мурала становился. И явно он сильно натер глаз правоохранительным органам. После ареста Степана во дворе 24/7 стала дежурить милиция. Днем там с утра они сидели в своих служебных автомобилях, смотрели, чтобы здесь ничего не происходило. Ночью они вокруг будки устанавливали такое оградительное кольцо из сотрудников и не допускали, чтобы мы что-то рисовали. Любопытно, что это тоже ни к чему не привело. Во-первых, дети сперва начали атаковать эту будку, а дети здесь в силу происходящих событий страшно политизировались. Ну и они просто чувствуют то, что происходит в их квартирах с их родителями. И дети здесь абсолютно потрясающе владеют всеми политическими лозунгами. И дети начали эти лозунги писать на асфальте, на будке, везде. Люди опять нашли выход и в один из вечеров организовали концерт просто в соседнем доме, на балконе, заблокировали двери, вышел музыкант. И это стало таким очень духоподъемным событием, потому что ни милиция ничего не смогла сделать, и люди насладились там получасовым шоу, абсолютно потрясающим, случайным, спонтанным. Сегодня вот конец октября, и двор продолжает бороться. Здесь потрясающий размах приобрела концертная активность. По сути, это уже практически концертная площадка. Здесь ставят сцену, здесь проводят свет, ставят звук, и двор стал знаменит в том числе и таким образом. Люди собираются здесь для того, чтобы ходить на цепи солидарности, чтобы ходить маршами. И стоит отметить, что прошло уже больше 2 месяцев, как прошли выборы, и примерно столько же прошло с момента, когда люди здесь начали собираться, и активность не прекращается. Да? Уже практически ноябрь, в Беларуси холодно, но это не является препятствием для того, чтобы люди собирались. У меня возникло внутреннее ощущение, что это важная история. Но я не мог себе предположить, чем она закончится. У меня даже в уме не было, что вот эти потом дальнейшие нападения на двор этих незнакомцев, их тоже мне там немножко удалось поснимать, что это закончится похищением человека и избиением его до смерти. Это невозможно было себе представить, что человек, с которым я там имел возможность пообщаться, он умрет через пару месяцев, потому что его какой-то идиот просто будет бить до смерти. Это очень страшная история. Сразу могу сказать, что во Львове я чувствую себя в разы безопаснее, чем в Беларуси. Это раз. Несмотря на то, что здесь идет война, а в Беларуси как бы войны нету. Но здесь я чувствую себя гораздо спокойней. Разница в том, что у Украины есть шанс отстоять себя, и она в активном состоянии борьбы. И это очень сильно чувствуется. В Беларуси на данном этапе вот активная часть той борьбы 2020 года уже проиграна, и мы находимся вот в этом состоянии охоты за людьми. И то ощущение, которое я испытывал в Беларуси, я знаю, многие белорусы его испытывают до сих пор, это ужаснейшее ощущение того, что к тебе в любой момент могут прийти. Твой дом перестает быть безопасным местом, и ты каждое утро, ну или часто утром просыпаешься в этом ощущении, что вот-вот сейчас услышишь этот стук. Я как журналист во Львове начал работать только через 2 недели после того, как сюда приехал. И первая съемка с камерой, когда я оказался на улице, ко мне практически сразу подошла прохожая с вопросом: «Звідки ви, что робите?» И мне пришлось показывать белорусскую пресс-карту, и мне было очень некомфортно внутри.
Это страх быть белорусом, проявить свою белорусскость, потому что ты не знаешь, как вот в этот момент отреагируют люди вокруг. И эта речь не о том, что плохие, например, люди. Это вопрос о такой неординарной ситуации, в которой мы все оказались. Мне понадобилось неделю, может, 2, чтобы с этим как-то начать адаптироваться под эту ситуацию, как-то с этим работать. Уже поживя здесь, я понял, что вот это неприятие, скажем так, белорусов, белорусскости, оно больше надуманное и больше у меня в голове. И, как оказалось, здесь я не встречаю в повседневной жизни ненависти либо агрессии к белорусам. И даже больше, есть такая магия белорусской мовы в Украине. И почти всегда работает, это почти всегда одна реакция, это фантастика просто. Это приятно очень видеть, когда в Украине слышат, ну, по крайней мере, в моем окружении, белорусскую мову. Они говорят: боже, во-первых, это очень классно звучит, а во-вторых, это удивительный эффект, что ты слышишь иностранный язык, и ты его сразу же понимаешь. И вот здесь, во Львове, я начал новую историю, и сейчас над ней работаю. Эта история, посвященная тому, как социум через групповые ритуалы проживает войну вот в тыловом городе в Украине. Мне хотелось посмотреть не то, как частный человек реагирует на проблему, а как реагируют большие группы. То есть мы как общество, как это проживаем. И я зацепился за некоторые ритуалы, которые мне показались очень интересными. И потом я так посмотрел, что наша жизнь состоит из грустных страниц, например, из более веселых, и мне захотелось это более комплексно показать. Так вот, касательно первого ритуала, который меня заинтересовал, это ситуация, где люди на фудкорте в одном гипермаркете встали и начали петь гимн Украины. 4 часа играет гимн, все встают из-за своих столов, кто-то ложит руку на сердце, кто-то нет, но все стоя и поют. И это так, мне показалось, эмоционально насыщенно и выразительно, и так необычно для меня, как белоруса, где, в принципе, люди не поют гимн своей страны. Нет такой традиции, да, нет таких отношений с государством. И я увидел эту сцену, мне показалось: ого, это очень эффектно. И мне захотелось снимать вот эти группы. И тогда я начал думать, где эти проявления могут быть, и начал снимать такие ритуалы. Один из них, например, это традиция таких городских прощаний с героями Украины, с жителями Львова, кто погиб на войне. Их привозят сюда, и их родня, и также любой житель города может прийти попрощаться в храм, а после еще есть церемония прощания на кладбище. И это тоже очень эмоциональный такой процесс. Даже если ты здесь можешь забыть временами, что ты живешь на войне, ты можешь встретить эту процессию, ты можешь попасть в этот храм и опять эмоционально соприкоснуться все-таки, что это такое, быть на войне, что это настоящие люди, это чьи-то сыновья, отцы, которые, к сожалению, гибнут каждый день. И вот эта процедура прощания с украинскими солдатами, она практически каждый день. Вот себе представить, что практически каждый день бесконечные похороны. Но при этом дети катаются на горках, выходные, там люди сидят в кафе. И вот это и есть такой, условно, вот этот комплекс жизни, который здесь присутствует. И мне захотелось это снять.
Я скажу, что меня спасло от белорусской травмы. Это работа. И проект, над которым мы с командой работали 2 года, а это история площади перемен, сама работа над этим проектом меня очень долго держала в хорошей форме и в тонусе. И, собственно, когда мы бежали от войны, мы здесь оказались, и это, конечно, растерянность, непонимание, что, куда и как, и именно работа позволяла мне возвращаться в тонус, то есть понятные действия с понятной целью. У нас было 3 направления. Мы хотели сделать сайт с историей площади перемен, фотокнигу с историей площади перемен. И 3 – это выставки, то есть надо было подготовить блок фотографий для фотовыставок. И это все время, коммуникация, встречи, и за счет этого общения, и ты держишься в тонусе. Если бы я эмигрировал в пустоту, я думаю, мне было бы очень сложно. А так я вот эту историю заканчивал, прорабатывал, жил с ней. И за счет того, что она была не моментально схлопнута, а протянулась во времени, мне удалось мягко выйти из вот этой травмы. Мне так кажется, потому что я все-таки не специалист. Возможно, наша травма гораздо глубже и еще будет проявляться телом и всем чем угодно долго. Но тут в целом я ощущаю, что могло быть жестче. Вот так я ощущаю. В Украине люди многие чувствуют, что они могут на что-то влиять. Конечно, это не всесилие, я думаю, здесь тоже. Столкнувшись с агрессией вот этой российской военной машины, конечно же, люди поняли, что это очень серьезная сила. И есть возможность, есть шанс. И если украинцы победят, они получат еще одно подтверждение того, что бороться – это возможно победить. А Беларусь не имеет этого опыта побеждания, который им крайне нужен. И я, находясь здесь, хочу вот этим опытом побеждания насытиться, побыть рядом с людьми, которые побеждают. Я все-таки не украинец, я не могу это не мой дом сейчас атакует в прямом смысле. Я не могу так же прожить, как они проживают эту трагедию или борьбу. Но я могу быть рядом, и даже это рядом очень эмоционально насыщенно. Именно поэтому я считаю важным оставаться в Украине сейчас, хотя есть более благополучные места, куда можно уехать, попытаться найти себя там, реализоваться. Но я этого пока делать не буду, скорее всего. Хотя время покажет. Дякую. Мне кажется, что на фоне войны Беларусь никому особо не нужна. И я думаю, что в массе своей Беларусь в мировых медиа фигурирует только благодаря Александру Лукашенко, который участвует в этой войне косвенно, помогая Владимиру Путину, предоставляя территорию Беларуси для российских войск, для вхождения, например, в Украину были предоставлены территории и так далее. Я думаю, что история с протестами, она ушла в прошлое мировой повестки. И, в общем, и для нас это хорошо, иначе бы мы просто застряли эмоционально в этой истории и пытались бы страдать бесконечно, вот это проживать и так далее. Это не очень правильный в моем представлении процесс. Конечно, надо время, чтобы пережить. Вот здесь как-то вообще криво, мне кажется, пошло. Но при этом люди вроде здесь параллельно готовятся, кто-то учится работе с оружием, налаживает связи. Я думаю, что в определенный момент это все может сыграть свою роль. Травмировать такую массу людей и сделать вид, что ничего не было, это так просто не проходит. То есть это может взорваться.